Море, море. Море, 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 море. Друзья, привет! Мы в Азербайджане. Апина. Альбина Вэй. Иногда жизнь меняет все наши планы буквально за один день. По воле Всевышнего судьба неожиданно привела меня в Азербайджан. Причиной этой поездки стали семейные обстоятельства. Мне пришлось срочно оставить Германию и прилететь на родину моего мужа. Честно говоря, этот визит я совсем не планировала. Но, как часто бывает в жизни, именно незапланированные путешествия становятся самыми запоминающимися. Многие начинают знакомство с Азербайджаном с Баку. И это неудивительно. Башни Флейм Таурс, Приморский бульвар, старый город Ачери-Шехер, современные музеи. Именно эти места чаще всего появляются в путеводителях и туристических блогах. Но мне захотелось показать вам совсем другой Азербайджан. Тот, который редко попадает в объективы камер. Тот, где жизнь течет спокойно, где во дворах растут гранаты, инжир и виноград, где соседи до сих пор знают друг друга по имени, а гости встречают так, словно он самый дорогой человек на свете. Именно поэтому свою серию фильмов об Азербайджане я начинаю не с Баку, а с небольшого поселка Мардакян. А вы знали, что именно здесь жил и творил Сергей Есенин? Что именно сюда приезжали лечиться высшие чиновники Советского Союза, и что это небольшой поселок когда-то считался одним из лучших курортов СССР, но обо всем по порядку. Мардакян расположен на Абшеронском полуострове, примерно в 35 километрах от центра Баку. Его история насчитывает многие века. Благодаря мягкому климату, целебному морскому воздуху и богатым источникам подземных вод это место издавна считалось одним из самых благоприятных для жизни и отдыха. В гости нас пригласил местный житель и по совместительству близкий друг моего мужа, Равшан. Вместе с ним мы познакомимся с его большой, дружной и очень талантливой семьей. Узнаем секреты настоящего азербайджанского гостеприимства, прогуляемся по его удивительному саду, попробуем блюда национальной кухни, приготовленные по семейным рецептам, и, конечно же, отправимся исследовать сам Мардакян. По дороге мы зашли в знаменитую сеть супермаркетов «Аза», чтобы купить торт к чаю. Чай в Азербайджане пить любят, впрочем, как и в Узбекистане. Обратите внимание, сколько сортов чая. Торт обошелся нам в 30 манат, это примерно 15 евро. Сумму в манатах надо разделить на 2, и будет вам сумма в евро. Обратите внимание на вывеску «Зибриз». Это один из самых масштабных проектов Эмина Агалара в Азербайджане. На берегу Каспийского моря, рядом с Баку, он создает фактически целый курортный город. Жилые комплексы, отели, рестораны. Но теперь идея «Зибриза» выходит за пределы Азербайджана. В Узбекистане на берегу живописного Червакского водохранилища планируется создать новый всесезонный курорт «Зибриз Узбекистан». Получается интересное продолжение одной идеи от Каспийского моря в Азербайджане к горам в Узбекистане. Если будет такая возможность, то в следующем видео я подробно расскажу про этот Зибриз. А вы видите эти поля с миндальными деревьями, оливковыми деревьями? Местные жители рассказали, что совместно с турецкими предпринимателями выращивают здесь эти оливковые деревья, потом изготовляют оливковое масло. Кстати, оливки здесь очень вкусные, и у них нет горького послевкусия. А мы уже в гостях, и нас угостили охладительным напитком айраном. Потом ароматным чаем. Ya kurtlar yine gezilir belinde. O kurtlar. Пловом. Sabzi плов. Это называется sabzi плов, я? Sabzi gorma, sabzi gorma. Sabzi горма. Это потому что там овощи или что-то сабзи? Sabzi это что, зелень, да? Это укроп, не bileyim, kişniş. Ой, сколько много их.
А там и маленькие. Это же и гуси, и петухи, да, вместе? Ya bu induktur, Ha, induk. induk. Ha, Aha. induk. Индюк. Bir kuri petuh. Ha, Horozlar dalaşmır. это азиатский. Смотри, глаза, да, как раз. Хорошая птица, экономная птица. Мало есть, много ребенок дает. Yayiçki de. Gel buraya. Bak gelsin buraya. Ağlı onu koy gelsin burada bak. А там маленький, да? Ha, ne? Ее дитящий. Детишки. О, вот как побежал, побежал. Я Защищает. Защищает, наверное. Bunlar hamısı özləri yatıb çıxardılar ha. İyi. Şey də, balaları da. Özləri, analar çıxardı. İnkubator burada heç nə yox. Amma yeməkləri bahadır da, Məlik. Bir dənə kisəsinə, eşlisən, kilo olsun, babı yemi kilo. Gürcüstan bırakır. Kilo olsun 1.20'ye alırsan, 1.25'e alırsan babı yemi. Bunu yaxşı artırır da onları. Yani yemirlər belə. Sökəcərim. İndi getdim mən ora. Bu ağıllı değil, geldi tek başına. Yemedi ki orada bak. Bunlar 5-ci sinif, 4-cü sinif, 3-cü sinif hamısı ayrı-ayrıdır ya. Qatmışıq bir yere. Bunlar ayrı-ayrı çıxanlardır. Ha, vurmurlar. Bir sən nöş vurmurlar hani. Bu gürcülər yaxşı buraxır bu yemi. İçində balıq yağı, zat, hər şey vardı ya, bütün vitaminlər. Onlar bir-birini incitmirlər, döymürlər, dişləmirlər. Anini derisdə də с собой. Там хороший корма. Это Грузия пускает. Грузины хорошо делают. У них много это витаминов есть. За это они не кусают друг друга. Сила стоят, да. В общем, от качества корма зависит настроение цыплят. Bu этого достаточно? Döşek. Ya onlara gün ərzində 2 dəfə fitə tökür. Boşaldı görəm. Ha, 2-3 dəfə. Sökürlər, yəni sonra böyüyürlər. Şunları apara orada bunlara da verir, onu da çəkərək. Açın. Qapını bunlara çıxarırlar, keçsin. Открывай. Ha, sök. Filizlər özlər. Вперед. Яйци. Hoş пасинyo. Яйци там. Pütüşok zaten sam. Adımın yayısı 2 tane, bir tane ördeğe bir tane cüce çıkar. Nereden bıraktın şu? Açın kokla lan. Mama oturduğuna buradan görüyorum. Gel bu kadar sus koyalım. Sepke salır ki batırmasınlar bunları. Sonra şafaneye ne diller? Lastikler. А, вот это паутина, вот это, да? Çok это очень болезненно. Amerikanski lastikler. Materi bütün öldürür şeyler. Çok pis kurttu bu. Убивает. Ha, убивает. Karda görürsən belə öldürür, gene de əl çəkmir də. Basır bütün. Ən çox da tuta gəlir. Bu bilirsən vəhşi ipək qurdudur da bu vəhşi. Amerikadan gətiriblər. Salıblar bizim camımıza. Bir dənə ağac qoymur, bütün hamısını dağıdır. У папы на даче тоже такой был, видел? Это американский болезнь. Может быть, они это da ne deyirlər, bəlkə bilə-bilə gətirir. Вон там еще ветки есть. Kim bilir bile geldi. Amerikanlar gətirib töküblər ki, pis günə qalsın bizim təbiət. Да, ветку. Budağından. Свой личный фонтан есть. Вот так везде растут оливки. Каннибализм. Sen занимается каннибализмом. Tamam söktülər getdi. Geçeli bile elə şey olmuyor. Хозяин дома после мариновки куриного шашлыка кожу от курицы порезал и дал им же покушать. Вот они не знают, что они кушают кожу своего брата. Bu da çərhovuzumuzdur.
Сколько Bu стоит? delfini təzə çəkdik, oğlumla çəkdik. Mən çəkdim o Вход, yerə. вход сколько стоит? Ha. Дельфины. Baxma, ona çək. Bax. Delfinləri bu mən çəkdim. Ha, oğlum rəylədi. Təzə bu elə elədi onu. Buran şey emulsiya elədi, buran şey izolatex vurdan, sonra emulsiya elədi ki, qara qalmasın. А вода куда уходит? Она куда-то Burada сливается? dörə var. Где на дерево, да, Na сразу? dörə da. Хорошо. Vada, sonra Ага. это питовой вода, да? Это Да, питьевая это вода. платный. Сейчас. Алоэ похож на Да, кактус, да? это тоже, да, алоэ, но это Да, первое, что бросается в глаза, это двор. Практически каждый дом здесь утопает в зелени. Во дворах растут оливковые деревья, хурма, абрикосы, инжир, виноград, пальмы, финики, лавровый лист и гранаты. Вкусные помидоры, огурцы. Mama kaynatmadı. Kaç tane yıka. Şimdi kaynayacak. Kaynayın da gelin. Burada temin elemeği var. Hanım etleri gel. А это лилии, наверное, для фонтана. Сейчас мы едем в одно из самых почитаемых мест Абшерона, мавзолей, мечеть Мира Мавсум Агя в Шувелане, недалеко от Мардакяна. Мир Мавсум Агя родился в 1883 году в Баку и умер в 1950 году. Он был человеком, которого многие почитали как духовного наставника. Это один низам, раньше он здесь работал как охранник. Потом социализм. Стал уважаемым человеком, да? Сейчас капитализм пришел, он здесь строил все как новенький, да, как стильно делал. Из Ирана привез Мозаику, кафель, sanatkarlarına diyor. кафель. Профессионалы, да, Мозаику, мастера привез из Ирана. Они строили здесь. В общем, сейчас смотрим, будет видеть, как красиво. С зеркалом, да, как у Ирана падает. Вообще, Allah desama. Bir daha. Эта мозаика похожа на самаркандскую, наверное. Мастера так в то время одни и те же из были. Ирана, да, фарси, да. Профессионал там фарси, да. Они приехали, да. Сам. Allah kabul etsin. Особое внимание здесь привлекает мозаичное оформление мечети. Стены и фасад украшены яркой мозаикой с восточными орнаментами. Сочетание голубых, бирюзовых и белых оттенков создают очень красивый, почти сказочный вид. Так выглядит комплекс изнутри. Скорее всего, это мавзолейная часть. Мечеть, наверное, с другой стороны. İransız tuvalet. Bak. Наверх посмотри, наверх. Su benim. Şurası. Bunu da bunu su benim. O öyle iyi sen de. Ehsan dayı. Люди. Друг друга дают. Ölenlerine rahmet etsinler. Seviyorum. За умерших, чтобы они ради умерших это сделали. Allah tuğ rahmet eylesin. И обычно дают с чем его? С халвой обычно делают. Сегодня с Сейчас с мясом. мясом. Здесь же могут и накормить малоимущие семьи, бедных людей, голодных людей. Частично этот комплекс строился на пожертвования. А сейчас нас ждет одна из главных достопримечательностей Мардакяна, сразу две средневековые крепости. Самая известная – это четырехугольная крепость XII века, построенная во времена государства Ширваншахов. Ее мощные стены когда-то защищали побережье Каспийского моря от нападений врагов. Эта крепость официально зарегистрирована Министерством культуры Азербайджанской Республики как памятник мирового значения. А в 2001 году Мардакянская крепость вместе с другими прикаспийскими оборонительными сооружениями была включена в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во внутреннем дворе крепости привлекают внимание многочисленные колодцы. Они предназначались не только для хранения воды, но и для сбережения продуктов питания. В случае угрозы жители собирались в крепости и наполняли колодцы жизненно важными припасами. Здесь хранились масло, жареное мясо, рис, мука. Яма, да, который падшах, и рис, гречку. Там хранили, Там да? хранили. Холодильник, в общем. Холодильник, да. И здесь, как у этот девичьей башни есть, он говорит, Кузбалатин Гюсамз, там этот точно такой же плекян, это лестница, и после него этот внутри камня этот лестница есть, каменная лестница, и туда поднимаешь, как у девичьей башни. 28 метров его. Когда düşmanlar gelirdiler, враги или он оборонил, да, село. Защищала, да? Век получается. 19 век. 12. Сейчас Ага. Потом, в советское время его реконструировало, да. Делало, hareket Только мечеть или медресе там тоже учат? Да, раньше медресе был, да. Это смородина. Это снег. Это смородина. Да, есть, по вот, листьям. вот, смородина. По листьям. Одну штуку для вас. Дождик смолодина. O da. Вот это вход, да, там, получается? Вот какой год? Сейчас сниму. 1482. Это уже 14 век. Ага. Не 14, 15. 14 век. 1482. 15. 15 век. Kanser 14 век. Ага. Tulba Şah Məscidi. Интересно, это реставрировали, это старые камни? Да, это не реставрировали. Это старый, да? Там этот Свои. язык фарсинский там написан. Эту старинную мечеть для женщин Туба-Шахи построили в 15 веке по приказу благочестивой женщины по имени Туба-Шах. Ambar. Gelen o kadınlar gel. Ettiler женщинlar. Kanna Indiskaya. Hindistan Kanna Indika. Hindistan Kanнасы. В Азербайджане такая у деревьев болезнь. Кто знает, напишите в комментариях. Что за болезнь? Да, что за болезнь и как ее с ней... Это называется бороться. американская ласточка. Это дикая ипек курду, да, шелковый. Шелкопряд, да? Да, шелкопряд, но дикая. Ага. Он не дает шелковый, только такой. И рядом находится еще одна крепость, круглая крепость 13 века, которая служила сторожевой башней и входила в систему обороны всего Абшеронского полуострова. Раньше был девичная школа для девчат. Он открыл в 1920 году, когда большевики вот это школа. Белое здание, да, которое? Нет, маленький так было, это сзади. Старинная школа, да. Когда его открыл, большевики задержали, да, нас. Он миссионером был, миллионером, Тагиев. Много дом, там еще и построил за свой счет, за свои деньги. Меценат, да? Меценат, да. Сейчас речь пойдет об одном из самых известных людей в истории Азербайджана – Гаджи Зейналабдине Тагиеве. Его имя связано не только с огромным богатством и нефтяным бумом Баку. Прежде всего, Тагиев вошел в историю как меценат и человек, который вкладывал свои деньги в образование, культуру, строительство и развитие своего народа. А начинал он совсем не как миллионер.
Тагиев родился в Баку в семье сапожника. И уже с детства ему пришлось работать. Но именно нефть принесла ему позже огромное состояние. Он строил школы, поддерживал театр, помогал развитию городской инфраструктуры Баку. А когда городу не хватало питьевой воды, Тагиев участвовал в финансировании проекта Шаларского водопровода, который должен был доставить в Баку чистую воду из района Кубы. После установления советской власти в Азербайджане в 1920 году имущество Тагиева, его дома, предприятия и другое имущество было конфисковано. Умер он в 1924 году и был похоронен здесь, в Мардакане, рядом с могилой уважаемого им Ахунды Мирзы Абутураба. Здесь же похоронена его дочь Сара. После революции семья потеряла свое богатство, а судьба Сары оказалась очень тяжелой. Сара посвятила более 40 лет своей жизни борьбе за восстановление доброго имени своего отца. Сохранились сведения, что она жила крайне скромно и годами ходила по Баку с большим портфелем, собирая документы и обращаясь в различные государственные учреждения. Она хотела одного, чтобы имя ее отца, известного мецената, было восстановлено, и чтобы люди помнили не только его богатство, но и то, сколько он сделал для Азербайджана. И сегодня память о Тагиеве продолжает жить в Азербайджане. Умирала, я тогда поступил в колледж. Финансовый колледж. Мы оттуда взяли. И знаете, его дом где? Где исторический музей Азербайджана есть? Вот его этот ev музей. Почти 100 yaş yaşadı. Özü en ahranızı kızı da bu Sarahan. Это его сорт. Halmi сорт Вашингтон называется. И он сена батмыр, да? Она не втыкается. Не колючая, да? Не колючая, да. Это хорошая пальма. И у него финик бывает, как этот финика, иранский финик. Здесь же есть и мечеть. Сейчас я вам скажу. Ne yapıyor? Cuma takarsam nəzir kutusuna, koy bunu şeyləsin də. Suda qarasın. Bu neçənci gündür? Bu neçənci gündür? Здесь снимать так хорошо. Да. Весь район как на ладони. Азербайджанский чай всегда пьет чай с армуду стакан, потому что его форма такая, как груша, когда горячая вода не съедает, резко не съедает, да, много оставляет себе горячая вода, чая. Это полезно. В общем, эта форма не дает остыть чаю. Остыть чаю, да. Туберкулезный санаторий. Где вот справа или слева? Справа. Нам не нужен, да. Да, это туберкулезный санаторий. А здесь очередного магната дом. Да, дом самый хороший, самый умный, самый милосердный. Благим нравом. Да, этот Хаджи Зейналабдин Тагиев. Ага. Это наш отец, народный отец называют. Много помещений, заводы, фабрики, школы строил для своего народа. Очень милосердный человек был. Вот он здесь жил? Дальний увидящий человек. Он раньше видел историю. Когда вот его Это его дом. ремонтировал государство, Ага. отдал его внуку. Они живут харижда, иностранцы, Европа они живут. Они приехали, государственный и ремонтировал его сад, вот это светом, вот оттуда ограничением, Ага. отдали им. Тут свой бассейн. Отдали им. Наверное, они туда ходят. Вот это сад, а это уже музей, который... В общем, внуки живут в Европе, а дом сейчас что, Когда пустует? приезжают сюда, они здесь отдыхают. Написано, идет, есть видеонаблюдение. видеонаблюдение. У нас тоже есть видеонаблюдение. Был такие дерева, как фруктов, да? Был и здесь эрiyene değiller, sen dine. Абрикосы были, sonra нектарин был здесь много, портохал, апельсин. Белка есть. Белка. Да, шишки едят они. Хороший цвет у них бывает.
Мардакян славится своими санаториями. Есть неврологическое отделение, есть желудочно-кишечное отделение, урологическое отделение и лечение легких. Во времена Советского Союза сюда стремились попасть тысячи людей со всех уголков огромной страны. Благодаря уникальному сочетанию морского климата и лечебного воздуха Мардакян считался одним из лучших курортов СССР и уступал популярности разве что знаменитой Юрмале. И здесь же сохранился дом, где жил в середине 20-х годов великий русский поэт Сергей Есенин. Именно в Азербайджане были написаны многие стихотворения знаменитого цикла «Персидские мотивы». Хотели попасть в дендрарий Мардакяна, это ботанический сад, но он, к сожалению, был закрыт на ремонт. И поехали мы в старинный хамам. Məktəba. Мечтува? Как переводится? Да. Meşhedi İban, Ayban. O da. Вот видишь, это наш Хам-Баба Хамам. 19 век. Ага. Это Məktəba. Məktəbat burada çəkilir. O da burada çekilir. Bizdə bir də orada remont getdi də Yeseni bağında, Murtuza Muxtarın bağında Dendra Park idi orada. Orada da o olmasın, bu olsun. O qapı var. Qapını biz gəlmişik. O yeri orada çəkildi. Çox yeri. Sonra Arşın Balalan orada çəkildi. Раньше отсюда все молодежи когда поженились они, отсюда пришли, здесь купались, потом отсюда езжали свадьбу, Soyxanı. Evet, 14-15. əsr Şirvanşahlar dövrünün memarlığı. Это Шахсмар Хатаев, наш старейший историк. Bizim он был поэт, он вожак наших государств. Это его век. 14 век, начинающий 15 век. Это Ширваншахлар. Правительство Ширваншах. Оно закрыто уже, да? Да. Не работает? Это как музей, да? Архитектурный памятник периода Ага, Ширваншахов. ага. Шахсмар Хатай. 14 лет он стал падшахом, да? Президентом стал. А вот оно не действующее, да? Это просто уже как памятник. Не, да, памятник. Не работающий. Камни это уже такие Вот старинные. настоящий, да? Да, Там древний. ага. Его с рукой чападжак дилар. Он такой мастер. Тогда Шлифовку не делали. Да, Ручная тогда- работа, да, была? да, карьер там тогда не было. Только ручной, только ручной. И с глиной, и с яйцем. С яйцем, с глином строили. А, вот яйца. Да, яйца и по-моему. да. Этот, что сюда поставила, это с яйца и с это глиной. Он твердо стоит. Сколько век стоит, не нарушается, не нарушается. Такие восточные бани, хамамы, были не просто местом для омовения. Здесь люди общались, обсуждали важные новости, отдыхали после тяжелого дня. Снимали здесь фильмы. Приехали искупаться в Каспийское море на бесплатный пляж, но раньше он был закрытым, так как здесь были дачи богатых нефтяников. Они территорию пляжа разделили между собой, но местные жители стали возмущаться, и пляж открыли и сделали бесплатным. Море сегодня было теплое, чистое, спокойное. И здесь такая закономерность. Идешь на несколько метров в море и не глубоко. Doğru. Böyle geçsek şeydir ha. Ya da sen qoya hazır gəlib yandıracam da. Adnamay. Səndən çox razıyam. Mən sənə sürpriz elədim. Qaynar su. Evet su. Səhər götürmüştüm. Qaynar su qoy. Это пальма? Да, это финик. Mən o buduyuram ki, Готовят на финике. чтобы новый вышел, да? Каждый раз его я... Öyledir, balacıydı. Değil mi? Mangal tam, смотри.
Bir də mor manqal. Bu dəmirdə belə. Maşının təkərində düzəldmişdim. Başa düşdün? Bu yanacaq ha indi. Nə yanacaq? Nə yanacaq tez-tez? Gördün mü? Şu. Üzüçay. Sıçayım, üzüçayım. Üzüçay. Sıçayım. Sıçayım mı? Bismillah. Всю длину, да, помещается? Да. Большой. Чтобы вы видели, моя рука и вот это. Burada şey kebab çəkdi. Bilmirdim duz yeyirdi ya ət yeyirdi. Özün göstərdi, loğalanır. İri qır duzları vurdu, bütün ağzımız xarça-xarç duz yedik. Bu vurur arağı, nə vecinə? Kim? Nazimi deyir. Piyanski. Gözü çok vurmuş. Ha. Qır duzu vurub ki, qır duz gətir, qır duz gətir. Это думбаз баклажаны, да? Да. Qurduq patlıcanı. Думба у вас так не называют? Dumba yox. Первый раз слышу. Direkt qazan gətirər. Экономика падает. Tamamına bak. Вот именно так выглядит настоящее кавказское гостеприимство. Кстати, семья Равшана оказалась невероятно талантливой. Здесь любят музыку. Все дети играют на музыкальных инструментах. Именно в такие моменты понимаешь, что путешествие – это не только красивые здания, достопримечательности. Это прежде всего люди. Именно они делают любое место особенным. Benim sifətlərdən tanış olan var. Dəyişilməyənlər. Hamısı dəyişilir. Beşte. Hamısı dəyişilir. Beşte vilları. Старшая дочь Равшана поступила в консерваторию. Я ей искренне желаю творческих успехов.
А сейчас будет играть уже средняя дочь. И сейчас выступает младший сын Равшана. А это работы старшего сына. Он хочет быть дизайнером. Bakın yapıyor. İkisi de. İkisi de yapıyor.
В Юнанистане, Греции, этот тадж поставили на голову каждому человеку. Олимпиада была первый раз тогда. От него не дилер ona. Taca ne diler? Корона поставили от них. Заливку. Для спортсмена первый раз. Вот это спасибо за этот подарок. На балконе посадим. Пожалуйста. Уже 2 года, да? 2 года я мечтала об оливковом дереве, да, на balkone. Ama nece sevinir. Yaşlılık değil ki bana Bak, Allah dal. Şeyde o köküyle torpağı uzattı. O zeytunu verdim. Sizin Так. zeytinde, ha? Ну, напоследок, что можете сказать, пожелать подписчикам, которые, если захотят сюда приехать, что им посмотреть здесь у вас интересного? Пожаловать. Мы их ждем. Мардакяне. Азербайджанская республика, город Бахмут, поселка Мардакян. Хорошая природа, хороший санаторий, лечебный корпус санаторий здесь есть. Я был очень рад. К сожалению, из-за отсутствия свободной памяти в моем телефоне я не смогла заснять до конца речь Равшана, но он вам всем передает привет. Ну, а я благодарю его и его семью за такое гостеприимство. Ну, а мы едем в город Сумгаит, откуда я вам сниму следующее видео. Так что подписывайтесь на мой канал. Про Баку я тоже сниму. Кстати, поезд, на котором мы сейчас едем, отличный. Вы посмотрите, даже есть вот такая сетка. Прохладно, работает кондиционер, двухэтажный. А за окном нефтяные вышки. Забыла вам показать гостинцы от семьи Равшана. Вот сами закрывали оливки и посадили уже оливковое дерево одно.